Семка. Семка, давай ты не будешь мешать. Вон Ричи медитирует на солнышке. И ты ложись. Добрый день, друзья! Сегодня займемся пересадкой орхидеи. Эта орхидея получена мной из Краснодара. Одна из посылок из Краснодара была с реанимационными орхидеями. Я попросила прислать мне такие орхидеи. Их было 11 штук. И это одна из них. Если вам интересно, в каком состоянии пришла именно эта орхидея, посмотрите, пожалуйста, плейлист, в котором собраны все видео об этих реанимашках. Ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана и в описании под видео. Но именно эта орхидея была с листиками, но корней в горшке было всего 2. И то не в самом лучшем состоянии. Очень много было сухих корней, не могу сказать, что именно гнилых, но веломин высох. Вот в этом месте был сухой лист, и дальше был всего 1 листик. Вот эти 2 довольно крупных и здоровых листа орхидея вырастила у меня дома. Прямо распаковку посылки я показывала. Это было 7 июля. Прошло чуть больше 5 месяцев. И что мы видим в горшке? Большое количество здоровых корней и новые растущие корни от шеи. Мы с вами пронумеровали несколько орхидей, и это орхидея номер 3. Вот ее мы и будем пересаживать. Названия этих орхидей, к сожалению, мы не знаем, поэтому стоят такие номерочки. Корни проросли даже сквозь отверстия в горшке. Здесь я вырезала пластик и сейчас достану. Постараюсь не сломать эти корни. Нужно делать очень аккуратно, чтобы вам было видно. Орхидея до этого времени находилась именно в моховом стакане, в котором и была получена. Есть немного еще гнилых корней, но так как я ее ни разу не доставала после того, как посадила в этот горшочек или поставила в этот горшочек, сейчас мы постараемся ее аккуратно извлечь, не сломав корни. А вот здесь надо еще немножко подрезать пластика, иначе можем подломить этот корешок. Вот так очень медленно и аккуратно. Ничего не сломали. Вот это старые корни, с которыми она и была. А это новые. Есть маленькие растущие корешки. Давайте освободим ее от мохового стакана и посмотрим, а что там внутри. Ведь все может быть. Если видимые корни были с сухим веломеном, то внутри может быть все что угодно. Убираю наружную часть мохового стакана, а там еще внутри будет обязательно вторая часть, вернее даже внутренняя часть мха, более плотного, чем вот эта верхняя. Но и верхнюю часть, когда мы ставили орхидею в этот горшок, я постаралась сделать ее более пушистой и воздухопроницаемой. Как же орхидея росла у меня все эти месяцы? Сначала я поливала орхидею только водой и больше ничем. И только в начале сентября
орхидея начала получать удобрения. Делала я это через полив. То есть один полив с равноценным удобрением. Равные части азота, фосфора и калия плюс микроэлементы. И следующий полив водой. Смотрите, во внутреннем маховом стакане даже корней не осталось. Вот только черные тяжи. Причем очень ломкие. Вот я беру пинцетом. Вот сейчас я вам положу сюда. Вот кусочки. Беру пинцетом, а они разваливаются прямо не в руках, а в пинцете. Но зато внешние корни выросли прекрасные. Вот он, сухой пустой веламин, и тяж там тоже гнилой. Орхидея находится в активном росте, поэтому ее можно пересадить, не то чтобы не навредив ей, а в момент активного роста орхидея пересадки переносит с наименьшим стрессом и очень быстро адаптируется в новой посадке. Ничего не осталось от корней внутри плотного махового стакана. Так, ну а теперь смотрим. Проверяем корни на плотность. Это растущие корни. Здесь тоже есть растущий кончик. Корни от шеи. Корни, растущие вверх. Сейчас я уберу оставшийся мох и промою корни орхидеи под проточной водой. А вот этот лист уберу сразу. Видите, он немножко желтизной. Это тот лист, с которым я ее получила. Но корни растут. Смотрите, основная часть корней растет выше этого листа. И в посадке он будет мешать. То есть эти корни будет сложно опустить в грунт. И даже если я посажу орхидею с этим листом, она очень быстро его отсушит. Для того, чтобы поместить корни в горшок, убираю сразу этот лист. Да, так можно сделать, когда орхидея именно растет. И этот лист ей мешает. И пинцетом удаляю вот эту зеленую часть. Она тоже быстро высохнет и будет мешать. Видите, даже под этим листиком все чистенько. Никаких почернений у орхидеи нет. Здесь тоже был лист и осталась сухая чешуйка. Такие чешуйки сухие нужно обязательно убирать. Ну, во-первых, это корм для подур. А во-вторых, всегда сухие и гнилые чешуйки мешают росту корней. Все, идем купаться. А ссылку на видео о том, как я промываю корни орхидеи, оставлю в правом верхнем углу экрана. Приблизительно с 16 минуты видео я показываю именно, как промыть корни орхидей под проточной водой. Ричи, ну что ты хулиганишь? Почему ты чавкаешь? Еще и рычит на меня. Давайте посмотрим, какие еще корни нужно отрезать у орхидеи. Во-первых, сухие тяжи. У орхидеи достаточное количество корней. И вот эти старые
тяжи без веломена ей не пригодятся. Есть вот такой старый корень, который посередине черный, пустой, и весь веломен гнилой. Можно обрезать до живой ткани в этом месте, а можно обрезать вот в этом сломе. Именно в месте слома. А там дальше живая, здоровая ткань. И еще один такой корешок, который мне не нравится. Вот эта часть корня я тоже обрежу до живой ткани. А все остальное орхидеи обязательно пригодится. Ну а теперь сама посадка. Горшок подбирается по размеру корней. Не надо сажать маленькую орхидею в огромный горшок, думая, что она сейчас нарастит невероятное количество корней и весь горшок заполнит. Нет, орхидеи растут медленно и корни растят медленно. Поэтому, когда орхидея вырастет в таком небольшом горшке, а для этого ей потребуется минимум 2 года, ее можно будет пересадить в больший горшок. А сейчас для того, чтобы и поливать было удобно, и наблюдать за ростом корней, да ей и самой удобнее растить корни в небольшом горшке. Ну а теперь сама посадка. Постоянные мои зрители знают, что я сажаю орхидеи в керамзит, но керамзит это не панацея. Очень много орхолюбителей сажают орхидею в кору. Выбирайте тот грунт, в котором вам удобно ухаживать за орхидеей, и вы понимаете, как осуществлять полив в том или ином грунте. Выбор, конечно, ваш, орхидею не выбирает. Но я использую керамзит. И для этой орхидеи буду использовать циафлору. Циафлора содержит природные циолиты, микро- и макроэлементы, так нужные нашим орхидеям. И она очень медленно отдает корням орхидеи все микро- и макроэлементы. Сначала насыпаю керамзит. Стараюсь придержать орхидею по центру горшка. Если получится, то корень, который у нас растет вверх, я постараюсь направить в горшок. Все получилось. Ричи, тихо. Раньше, когда я делала посадки, я насыпала циафлору слоями. Но при последующих поливах стало понятно, что циафлора более тяжелая и после нескольких поливов опускается на самое дно горшка. А циафлора должна находиться непосредственно близко к корням, а лучше всего в контакте с корнями. Вот именно тогда она и отдает эти микро- и макроэлементы. И сейчас насыпаю циафлору только сверху и буквально пару столовых ложек. Циафлора сейчас мокрая, потому что я ее промываю перед посадкой.
Иногда она успевает высохнуть, иногда нет. Сейчас не успела. Она все равно опустится вниз, но, по крайней мере, сейчас ее работа будет с корнями оправдана. А потом, когда корни дорастут до низа горшка, она точно так же будет работать и внизу горшка. То есть отдавать азот, фосфор, калий и микроэлементы нашей орхидеи. Не забудем ставить садовую бирку с обозначением, что это орхидея номер 3. И, конечно, будем наблюдать дальше за орхидеей. Как я поливаю такие орхидеи, я очень часто рассказываю. Ссылку на этот рассказ я оставлю в правом верхнем углу экрана. Наблюдаем дальше за ростом, развитием этой орхидеи. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Семка. Семка, давай ты не будешь мешать. Вон Ричи медитирует на солнышке. И ты ложись и лежи. Конечно. Да. Иди, открой даме дверь. Открывай. Рич, ну там, наверное, игрушка где-то. Лин, здесь все игрушки лежат. Значит, покидаем игрушки на место. На место. Сёма, скажи, глупая собака. Ужас просто. Ему игрушки предлагают, а он топотит.